Первый признак обновления максимума подтверждает тренд вверх. Часто при формировании ловушки максимум обновляется незначительно и цена возвращается под пробитый уровень. Идет ниже и пробивает последний минимум. Сейчас мы только рассмотрим общие признаки, а чуть дальше объясню, что стоит за формированием паттерна. Последний признак — цена идет выше максимума 2, тем самым подтверждая продолжение тренда вверх. Посмотрим, как это выглядит на графике. Первый пример — ловушка на росте цены. Второй — на восходящем тренде. Оба графика отвечают трем признакам. Сформированный на тренде, цена пробивает уровень последнего отката, после чего тренд продолжается. Разберемся, что стоит за формированием ловушки. Пробой максимума подтверждает тренд вверх. Дополнительный признак — максимум обновляется незначительно. Формируется что-то похожее на двойную вершину. Когда цена не закрепляется выше максимума 1 и пробивает минимум 2, активируются стопы под минимумом 2, после чего там появляются лимитные заявки на продажу. Такое движение выдавливает из бумаги часть быков, закрывая их по стопам и вовлекая медведей, рисуя им разворот тренда. На эту приманку чаще всего попадаются трейдеры, мечтающие войти в начало разворота. Те, кто создают подобные ловушки, не думают о том, что отнимают стопы. Они просто решают свою задачу по набору позиций. Логика здесь простая. Большинство ставит свои стопы за максимумы или минимумы, поэтому если пробить минимум, можно найти продавцов, а максимум — покупателей. Сильные игроки будут отнимать деньги у слабых, рисуя им разворот. А сейчас переходим к примерам. Первый пример. Посмотрите и выберите, что делать: покупать, продавать или ждать. Для тех, кто хочет осложнить себе задачу, подумайте, где разместите стоп-лосс в сделке. Приготовились? Начали. Если открыли продажу, увидев ловушку для быков, и выставили стоп за уровень, очень хорошо. Те, кто заподозрил подвох, увидев ловушку и решил подождать, тоже неплохое решение. Второй пример. Посмотрите и скажите, в какую сделку здесь лучше войти. Цена двигалась в боковике, затем пробила нижнюю границу, подтвердив тренд вниз. Входить здесь действительно рано, но взять это движение можно. Кому интересно, как здесь войти и почему поставил стоп в этом месте, смотрите видео до конца. После теста обо всем расскажу. Третий пример. Казалось бы, прекрасная возможность войти на откате в покупку на развороте тренда. Согласны со мной? Или лучше подумать и не брать бесплатный сыр? Такие ловушки возникают довольно часто. В них попадают те, кто отчаянно хочет войти в контртренд. Пример 4. Здесь можно было открыть покупку, только если увидели уровень и нашли место, где поставить стоп. Если поняли, что это ловушка и решили подождать, тоже неплохо. В данном случае сформировалось что-то похожее на флаг. Пример 5. Могло показаться, что это хорошее место для продажи, но в таких случаях нельзя игнорировать сильный импульс роста и то, что цена, пробив уровень, вернулась выше. Кто здесь открыл покупку и объяснил стоп, очень хорошо. Кто решил ждать, нормально, так как здесь нет классического входа в сделку. Пример 6. Как считаете, пробой наклонной линии тренда говорит о развороте тенденции? В этом примере надо открывать продажу, но чтобы это увидеть, нужно было отметить уровень как зону, а не как линию. Пример 7. В нашем случае правильнее открыть длинную сделку на возвратном движении. Как это сделать, расскажу в ближайшее время. Пример 8. С этим графиком сложности быть не должно. Кто разобрался с седьмым примером, того восьмой не должен был смутить. Логика входа здесь такая же, как и в прошлом тесте. Пример 9. Давайте угадаю. К девятому примеру вы уже гораздо реже попадаете в ловушку, верно? Если так, значит упражнение помогает избегать убытков. Пока вы тренируетесь, вам будет полезно регулярно возвращаться к этому видео. Поэтому, пожалуйста, поставьте ему лайк. Пример 10. Сразу после этого примера расскажу, как входить в сделку. Открыть продажу можно было прямо здесь, потому что есть уровень, за который поставим стоп. Но так можно далеко не всегда, а прямо сейчас расскажу, как использовать ловушку для прибыльной сделки. Когда цена на восходящем тренде пробила минимум 2, выставляем buy stop на покупку выше уровня.
Если цена возвращается, то она активирует заявку и сделка в лонг открыта. Стоп ставим за уровень, агрессивно, или за минимум, консервативно. Принцип входа в шорт зеркален. После того, как цена на нисходящем тренде пробила максимум 2, ставим sell стоп на продажу ниже уровня. Если цена возвращается, то она активирует заявку и сделка в шорт открыта. Стоп размещаем за уровнем, агрессивно, или за хаем, консервативно. Вы уже заждались итогов теста? Вот, прямо сейчас и проверим. Если набрали 4 балла или меньше, тест не прошли. От 5 до 8 средний результат, лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат.